Ты подъебешь, слышь, беспельщик. Сколько у тебя рез уже? 150? 150, и сколько у тебя САП прожил? 2 секунды. Красавчик. Мы у Тиграна, тут рабочая обстановка, даже не знаю. Ты будешь меня снимать? Я не работаю сегодня и никогда уже, неделю не буду работать, наверное. Да, Тигран залепил лейкопластырем все, и всем говорит, что у него там какая-то травма. Все поверили, он не работает, ему просто от лень, мне кажется. Это что, Лада Веста? Невест. С божественными буквами вот этими сзади, новая. Шума Вибра, да? Полная. Машина богатая, очень, с крутым рулем. Кто говорил, что русские не умеют машины делать? Вот умеют. Тут, правда, от русского чуть-чуть совсем. И оно очень сильно упорото. Серый, что там? Да, тут ничего. И Соболь, да? Соболь на установку автозвука. Представляете, приехал с диваном, с настоящим. Я не шучу, это настоящий диван из дома. Смотри, как круто придумали. Видите? И овалы, конечно же. Вот, это с этой машины. И точно такие же стоят в этой машине. Вести? Только здесь написано Блаупункт в Ниссане. А на вестовских динамиках вот тут такая наклейка и написано Nissan. Итак, Nissan. Nissan Qashqai. У нас сегодня опять необычный обзор. А нет, сегодня обычный, да, Тигран? Сегодня самый обычный. У нас каждый день Nissan Qashqai с спаренным мидбасом и суммарной мощностью аудиосистемы около 3 киловатт. И сейчас мы вам про него расскажем. Итак, всем привет! Совершенно обычный обзор. У нас обычно необычные обзоры, а сегодня у нас обычный обзор, потому что у нас постоянно заезжает Nissan Qashqai на установку музыки на 3 киловатта, на 250 000 рублей, с полной шумовиброизоляцией, с кастомными дверями и с очень мощным 4-канальным усилителем. Такие усилки у нас на самом деле бывают нечасто. У нас первая установка этого усилителя, вот именно у Тиграна. Продали мы их уже не один. У нас недавно был обзор про линейку Soundstream, всю, где был этот усилитель. И вот это сегодня изюминка этого обзора, этот усилок. Ну, также здесь можно увидеть очень много других интересных решений. И на самом деле очень гармоничная, хорошо подобранная аудиосистема. Автомобиль получился и громкий, и качественный. И в принципе все вписалось в интерьер без каких-то излишеств. Бюджет автомобиля 250 000 рублей. Полная шумовиброизоляция, кастомные подиумы в дверях и довольно породистые компоненты аудиосистемы. Давайте посмотрим. Начнем, как обычно, по традиции с под капота. Там особо нечего смотреть, но нужно показать. Так, тут ничего необычного. Провод в змеиной коже. Как еще раз она называется? Полиэстероловый рукав. Я никогда этого не запомню. Термоусадка. Предохранитель на сколько? На 200 ампер. На 200 ампер. Надежно закреплен. Аккумулятор остался штатный, пока его хватает. В дверях у нас расположились по хорошей традиции 2 мидбаса на одну пару среднечастотников и 1 пищалка. То есть вот трехполоска, когда стоит одна серединка, 1 мидбас. Очень часто мы испытываем недостаток в нижнем диапазоне. Между сабвуфером и между среднечастотником может быть довольно серьезный провал. Когда мы ставим 2 мидбаса, у нас очень хорошо компенсируется эта разница за счет увеличения поля, за счет того, что 2 мотора в каждой двери. Мидбасы мы выбрали легендарные, породистые E8100 P-Audio, таиландские, которые уже не 1 год устанавливаем. Пошли они из Ставрополя, там их начали первыми применять ребята из Car Audio. Твиттеры Eminence APT-80, также легендарные. Отличает их достаточно громкое звучание, не самые они живучие из твиттеров, гораздо живучие те же BNC DE35, но у них есть подвижки, ремнаборы можно менять в случае чего, и в принципе они стоят достаточно приемлемо. И среднечастотник у нас NM6 от Alphard, тоже зарекомендовавший себя, это 2-я версия, которая играет гораздо громче, гораздо качественнее, чем ее предшественник. Это установлена 4-омная версия, у нее выше чувствительность, ей нужно меньше мощности подаваемой для того, чтобы играть на той же громкости, что и в 8-омному динамику. То есть, если вы ставите одну пару, я рекомендую ставить 4-омный. Чтобы усилить сигнал на эти динамики, динамики не самые простые, мощности нужно много, и мы сделали ее с запасом. Мы поставили очень мощный 4-канальник, недавно он был у нас в обзоре, когда мы обозревали новинки Soundstream. Это Soundstream серии X3 2К4. Это обозначает, что в нем суммарная мощность 2400 Вт. Усилитель уникален тем, что он работает в 1 Ом каждый канал, при этом выдавая 600 Вт.
но у нас подключено, конечно, чуть попроще. И, грубо говоря, потенциал у него в каждый динамик сейчас он отдает смелых 100-150 ватт. Запас остался огромный по гейну, то есть можно добавить громкость, если будет мало. Но я в наших лучших традициях оставил небольшой запас и сделал больше упор на сбалансированное звучание, нежели на вытащить максимум громкости. Есть очень много ателье, очень много пользователей аудиосистем, которые выжимают из аудиосистемы максимум, выкручивают все на всю. Это зачастую середина перекрикивает мидбас, режет уши, пищалки могут загореть. Мы делаем настройки чуть другие, мы делаем настройку всегда на 60-70% громкости, при этом выставляя ровненькие АЧХ. Вот. Если владельцу покажется мало, он всегда к нам сможет приехать, мы ему добавим, возможно, это будет звучать уже, на мой субъективный взгляд, не так качественно, но громкость отсюда можно вытащить гораздо больше. На твиттере мы установили ACV 2.80, двухканальник, ничего сверхъестественного, обычный добротный двухканальник. Ставим их уже много, достаточно надежные, но надо сказать, что в большинстве аудиосистем есть наводки с таким усилителем на твиттеры, и здесь тоже они небольшие остались, но их практически не слышно. Там, если вы делаете громкость аудиосистемы хоть какую-то, уже наводки здесь не слышно. Если выключена музыка, не воспроизводится, но включена аудиосистема, то генераторные шумы можно слышать будет в твиттерах. Это не очень приятно, но в принципе это тоже решается. Если будет бесить владельца, он сюда сможет приехать это доделать. Там установка фильтров это делается, или там замена межблочника. В общем, с этим надо долго играться. Здесь они незначительные, поэтому для такой аудиосистемы в принципе шумы бывают очень часто, и поэтому здесь мы оставили их пока так, как есть. Они не особо мешают. И моноблок M800D, цифровой одноканальный усилитель для сабвуфера от компании Alphard, который усиливает сигнал на сабвуфер LC10 от Pride. Маленький, но достаточно злой сабик. Мы сейчас запустили его, и я приятно удивился. Бас достаточно хороший для одной десяточки в такой большой машине относительно. Бас плотный, собранный. И я бы сказал, даже придавливает так внутри. Для одной десятки очень круто получилось. И головное устройство. Давайте пойдем в салон, я вам покажу настройки и расскажу чуть-чуть о самом головном устройстве. Магнитола наш любимый 80-й Пионер. Это самое лучшее сейчас, что вы можете купить из новых головных устройств процессорных. Его отличает от младшего собрата и от похожих у Alpine процессорных магнитол то, что у него стоит 3 цифроаналоговых преобразователя, таких же как в 88-м, в том самом ветеране, первом из доступных процессорных магнитол. То есть если вы купите 580-й Пионер или 92-й там Alpine, 195-й, там будет цифроаналоговый преобразователь гораздо проще, он там встроенный уже в процессор, в микросхему, в мозг. Здесь они стоят отдельные, и качество звучания у этого магнитофона гораздо лучше, богаче настройки, но он и стоит в 2 раза дороже в среднем. Сейчас его можно купить там за 20-23 тысячи рублей, при цене Пионера 580-го в 8-9, грубо говоря. Это устройство будет играть лучше, но вам достаточно много надо переплатить. Магнитофон оснащен Bluetooth, он не читает флаг, вот единственное его недостаток перед теми магнитофонами из таких, не особо серьезный, мало кто слушает флаг, в основном аудиофилы, но такие аудиосистемы можно слушать. Я, если честно, иногда слушаю флаг, но я вам честно скажу, разница там не такая вот большая от MP3 в 320 килобит. Итак, по настройкам, они у нас простые. Сабвуфер порезан на 63 Гц самым крутым порядком. Мидбасы порезаны на 100. Сверху эта полоса у нас обрезается на 10 кГц. Это среднечастотники здесь перестают играть. И среднечастотники подрезаны на усилители примерно на 400-500 Гц. То есть вы понимаете, да, с этого канала у нас играют и мидбасы, и среднечастотники. Мидбасы мы режем здесь снизу с магнитофона, а сверху режем на усилители. И наоборот, среднечастотники мы режем снизу на усилителе, а сверху на магнитофоне. И твиттеры порезаны на 8 кГц. Вот, в принципе, это все настройки. Еще выставлены временные задержки. Выставлен немножечко эквалайзер. Поигрался им тоже. И в принципе все. Для того, чтобы установить магнитофон
поставили переходную рамку с вот таким удобным кармашком. То есть сама рамка не менялась, поменяли только вот эту внутреннюю часть. Здесь стоял двухдиновый штатный магнитофон, теперь здесь карман и однодиновая магнитола. По самой машине, машина уникальная на самом деле, она 2008 года, судя по стеклам, но она новая. Она новая снаружи, она новая внутри, только под капотом там все очень грязно и видно, что машина ездила. Пробег у нее на самом деле очень маленький, 22 тысячи. И ну, я удивился, действительно очень, очень хорошо ухожена. Я не представляю, как надо следить за машиной, чтобы она за сколько, 8 лет оставалась в таком состоянии. Ну, я вначале подумал, что Кашкай новый. То есть снаружи, когда стоял на него смотрел, он реально выглядел как новый. По звуку у нас получился очень хороший мидбас, который очень сильно стягает. Я вначале даже подумал, что он будет перекрикивать САП, но САП тоже очень хорошо включился в музыкальный тракт. И у нас получилась такая довольно слаженная аудиосистема, которая очень громко играет. Ну, Тигран слушал, даже он приглох на одно ухо с непривычки. Давно музычку не слушал, наверное. Вот, и в принципе чистенько вывели, очень хорошо играет. Я, к сожалению, микрофон опять оставил дома. Мы сегодня поснимаем на iPhone. Я вам признаюсь честно, iPhone один из самых лучших микрофонов для записи громкого звука. Ну, если не профессиональный микрофон брать, как там вот у нас специально для записи громкого звука, iPhone пишет неплохо. Поэтому на iPhone мы сейчас послушаем несколько треков. И если они будут защищены авторскими правами, я их размещу на второй канал. Ссылка в описании под видео есть. Переходите на второй канал. У нас там часто мы выкладываем то, что не вошло в обзоры, или там из личной жизни какие-то вещи я выкладываю. Прослушки также мы выкладываем, чтобы на первом канале у нас не было никаких проблем с авторством. Вот. Переходите на второй канал, тоже подписывайтесь, смотрите, что мы выкладываем туда. Мне кажется, дабстеп маньяк какой-то придумал, да? Музыка нездоровая. Слышь, тип пишет: добрый день, а из Украины к вам можно приехать на инсталл? Пусть напиши, пусть спросит СБУ. Что? СБУ пусть спросит. Это что? Ну мало ли признают сепаратистам. Служба безопасности Украины, там жестко. Там приехать-то можно, мы что? Мы за. Серый, Человек слышь, а это не опасно, ты это вот так вот делаешь? Слышь, Тигран, короче, твоя кошка запорола обзор. Почему она спряталась? Давай котенка принесем. Она должна слушать музыку всегда. Слышь, ты, кс-кс-кс-кс, иди сюда. Джесси. Джесси. Короче, кошки не было. Зато Кашкай был, лайки не забудь. Кашка или кошка? Не забудьте в лайки. принципе. Давай контрольный, на всякий случай, котенка принеси. Красивая, да? Не знаю, какой-то странный, седой. А ну-ка, подожди. Сейчас надо фотку палец сделать не в тему. на аватарку вот так. Блин, надо ехать сабвуферы полить, я вот этой херней занимаюсь. А ну-ка, мяукни. Кто тут твоим ведет, слышишь? Я сейчас врежусь во что-то, Тигран сзади. Нет, еще. Вместо Джесси будет. Ну идешь. Ты кот? Это она. Чего у них, глянь, концерт какой-то они повторяют. Кузя, ты кошатник. У нас настоящий мужской брутальный канал, видите? Я играю с маленьким котенком, а Кузя вот схватил Джесси, мучает. Что за гейство, слышь? Короче, мы думали, что-то произойдет, но она его просто вылизывает, поэтому давайте всем пока, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на мой инстаграм. Что, твой инстаграм проверить? Да что-то вообще никто не хочет подписываться. Вы задолбали уже писать, снимайте процесс, как вы делаете. Вот Тиграна, видите? Тигран, какой у тебя инстаграм? Loud Sound. LS, Loud, подчеркивание, Sound, подчеркивание, LS, вот он здесь написан, вот видите. Подпишитесь и смотрите, как он делает машину. Он вот все подряд выкладывает. Мне это вообще не интересно.
Вообще вот они как шумку там катают, подиумы лепят. трогаем. Ну, просто как вы лепите подиумы? Он все это выкладывает по шагу. Пойдем покажем подиум. Какие? Что-то удивительное хочешь показать? А, это каждый день такое. 25-е меды, кто этого не ставил еще только. Приедь в Ставрополь, там у каждого таксиста такие обшивки. А это, кстати, из Ставрополя, Камри. Скоро обзор. Драйверы. Такие, что могут уши завернуться с одной штуки. 4 штуки. И 4,20. вот это будет сюрприз, что тут будет стоять. Очень крутой проект. Обязательно следите. Скоро Тигран вам Я покажет. делал эту обшивку и Что-то не новенькое. доделал. Палец повредил. Как правильно лепить подиумы? Давай я быстро обзор покажу. быстро. Просили давно запилить обзор, как правильно могу лепить показать, подиумы. пойдем. Приезжаете вот сюда, вот этот человек, его находите, его Тигран зовут. Подходите к нему и говорите, что вам нужны подиумы. Вот раз и все, и готово. Я вот так всегда делаю подиумы. А это что, обезьянник? Тигран. Как делать обшивку? Выставляем кольца, выставляем подпищалки, кольца, как надо выставили, правильно угол задали, берем ткань, натягиваем ткань, натянули ткань, раз 5 помазали смолой, обшивку повернули, вырезали, что нам надо по контуру. Залили опять смолой, укрепили подиумы, надо сделать хотя бы толщину, ну хотя бы сантиметр. Такого никто не делает, ну редко кто так делает. Хотя бы сантиметр надо сделать. Сантиметр можно задать благодаря смоле и стекломату. Вот наш стекломат, смола, а вот наша смола. Пожалуйста, вот все, что надо для работы. И куча кисточек. Короче, делайте все, как сказал Тигран. И у вас получится. У вас получится хуйня. Едете к Тиграну, он делает нормально. Я еще раз повторяю порядок действий. Делайте все, что показал Тигран, у вас получается хуйня, и едете к Тиграну.